Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы коснуться важной для большинства темы, а именно темы стабилизации видео и инструментов, с помощью которых этого можно достичь. В большинстве случаев стабилизация безусловно нужна, но часто вопрос стоит между тратой денег и рентабельностью той или иной покупки. Очень часто одного и того же результата можно достигнуть разными способами, где-то дешево, а где-то только задорого. В этом мы и попробуем сегодня разобраться. Сегодня мы коснемся рассмотрения аппаратной части, а программной, возможно, в какой-либо из следующих передач. Кстати, не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки, за что вам огромное спасибо. Что я хочу донести прежде всего? Сам принцип, некую основу. Начинающим в этом плане всегда тяжело, всего не хватает, но чаще всего уверенности в себе и в своих силах. Тем более сейчас такая тенденция, что куда ни сунься за рекомендацией, все советуют только покупать что-то жутко дорогое. Важно понять, что иногда это правда, а иногда просто маркетинговый ход. Во-первых, продавать товар тоже надо, а во-вторых, желающих делать видео, возможно, уже много, а клиентов часто гораздо меньше. Поэтому в ход идет все. Необходимо как-то показать себя, заявить о себе, а заодно и отсеять ненужное. Не факт, что человек с хорошим оборудованием однозначно сделает хорошее видео. Он может даже толком ничего и не уметь, но пыли наведет и к нему пойдут. Разочаруется клиент или нет, это уже другой вопрос. Но в это время кто-то толковый, но с ограниченными возможностями, насмотрится всего этого и уверенности у него в своих силах поубавится. А этого ни в коем случае нельзя делать. Лично я всегда за здоровую и честную конкуренцию и против обманов. Но жизнь, к несчастью, часто иная. Итак, многие начинающие мастера или видеографы сталкиваются с тем, что необходимо снять определенные фрагменты видео, где присутствует движение камеры. И вот вопрос, как это лучше всего сделать. Америку я, скорее всего, не открою, но, возможно, покажу вам и расскажу кое-что интересное. А может быть, натолкну вас и на собственные эксперименты. Нужно понимать, что вариантов всегда много, и часто здорово может выручить смекалка и находчивость. Часто вопрос можно решить и в бюджетном варианте, без каких-либо больших затрат. Важно только понимать и знать как. Кстати, я обзавелся английскими субтитрами. Как думал сам, не справился, поскольку грамматики не хватает. Но в решении этого вопроса мне помогает школа английского языка ЕС, за что им огромное спасибо. Так что, если кто и желает выучить хорошо английский, то вам определенно к ним. Ссылка находится в описании. Итак, давайте разберемся, чем же стоит пользоваться для достижения необходимого нам результата. Из основных я бы выделил одноногие и трехногие штативы, слайдеры, операторские тележки, разнообразные подручные средства, электронные и механические стабилизаторы, ну и, конечно, программную часть. Рассматривать что-то дорогое мы не будем, поскольку для начинающих это попросту недостижимо. Первое, чем мы пользуемся, это, конечно же, своими руками. На самом деле, даже руками можно получить очень хороший результат, кто бы что ни говорил, но только в пределах одной позиции. Как только мы начинаем движение, кадр уже не будет стабильным, и мы не получим желаемого результата. Но в пределах одной позиции это может здорово помочь. Так что руку необходимо набивать, и вы придете к хорошему результату. Далее, самый распространенный инструмент – это, конечно же, штатив. Выручает во многих моментах, но сам по себе он тоже ограничен. С его помощью можно делать хорошие круговые движения, поворотные, наклонные, но без навыка здесь тоже не обойтись. Брать рекомендую хороший штатив, поскольку в них голова более качественная, и более того, она может быть установлена впоследствии на другие устройства. То есть вначале как бы тратим больше, но впоследствии экономим. Далее слайдер. Очень интересная штука, но так же как и штатив, ограничена в своих действиях и имеет узкую специализацию. Иметь его как бы про запас неплохо, но в большинстве случаев можно справиться и без него. Если у вас есть стойки, то его можно использовать совместно с ними. И тогда у вас появится еще и параметр высоты, что может здорово помочь в получении необходимых кадров. Стоит понимать, что назначение слайдера – это ровный вектор, то есть движение, ровное движение в пределах одной плоскости. И, повторюсь, добиться этого можно, в принципе, и с помощью других инструментов. Тем более в дешевом варианте слайдеры на самом деле не очень, поскольку у них в основном головы некачественные, быстро разбалтываются и выходят из строя. А в дорогих уже задумываешься, не потратиться на что-нибудь еще. Поэтому при ограниченном бюджете, честно говоря, сомнительное приобретение. Далее операторская тележка или видеоскейтер. Ее еще часто называют долли скейтер.
Очень интересная штука, узкопрофильная, но пользоваться ею можно. Тем более, что стоит это устройство абсолютно недорого. С ее помощью можно получать довольно интересные кадры, как круговые, так и по вектору в плоскости. Лично я и никогда не пользовался, поскольку надобности не было, но понимаю, что с ней можно делать. Они доступны как в больших, так и в маленьких вариантах. И иметь ее в своем арсенале, думаю, будет неплохо. Подручные средства. Тут мы ограничены только полетом собственной фантазии. Помочь может что угодно. Лично я пользовался самыми разнообразными средствами для достижения необходимого результата. Тут часто все зависит от того, какие кадры необходимо получить, и от каждой конкретной задачи. Помнится, в одном из проектов для получения небольшого поворотного кадра с небольшой высоты мы использовали обычную стойку с привязанной за обычную веревку к ней камерой. И, насколько я помню, кадры получились довольно-таки ничего. Так что фантазируем и экспериментируем по мере поступления задач. Ну и, наконец, стабилизаторы. Хороший и идеальный вариант. Но хороший стаб стоит недешево, а дешевые, как правило, не справляются со своими задачами так, как того хотелось бы. Я тестировал многие, конечно же, далеко не все, но тут главное понимать принцип его работы. Из дешевых самые популярные механические стабилизаторы, и на эту тему много видео, как хорошо они снимают. Лично я нашел его неудобным, к нему тяжеловато привыкать, и по сути он выручает в тех ситуациях и действиях, где можно справиться и хорошо набитой рукой. То есть, как только начинается движение, такой стаб плохо показывает себя, прежде всего в колебаниях из стороны в сторону, что никак не подойдет для большинства ситуаций. Да, тут, конечно же, можно хитрить, но тратить время на программную обработку на самом деле не очень-то и хочется. В общем, с ним работать можно, и это бюджетный вариант, но мне он не подошел. Тут пусть каждый сам решает, что ему лучше. Другое дело электронный трехосевой стаб. Тут, конечно же, все достаточно круто. К несчастью, стоят они недешево, но зато и возможности их велики. Их достаточно немало, поэтому перед приобретением рекомендую ознакомиться со всей имеющейся информацией, чтобы не купить себе что-то ненужное. Лично я остановился на фирме Zhiyun, он мне понравился и цена у него относительно приемлемая. С его помощью можно осилить практически любые кадры. Его можно куда угодно крепить, его можно таскать в руках, а главное, с ним очень удобно двигаться. Настройка такого стаба занимает минимум времени, а работать с ним очень комфортно. Короче, его исходные с ним однозначно рекомендую. В общем, все эти приспособления, на мой взгляд, основные и всегда выручат в зависимости от поставленных задач. Стоит понимать, что невыполнимых решений не существует, и любые проблемы решаемы. Не стоит расстраиваться, если у вас что-то не получается. Решение есть, и оно всегда найдется. Надеюсь, мой небольшой видеообзор по фактам будет вам интересен и полезен. Не всегда нужно иметь много денег для того, чтобы достичь желаемого результата. Поэтому мыслите конструктивно и практично. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну и до встречи в следующем видео. Удачи всем вам в собственных проектах.